Мистер Ганс, это канал Мистер Ганс Онлайн. Перед началом ролика хотел бы поблагодарить всех, кто подписался на канал, поставил лайк и оставил комментарий. С каждым новым зрителем мне становится все приятнее делать новые ролики. Надеюсь, они вам заходят. Итак, непосредственно к ролику. Сегодня я хотел бы вам рассказать, для кого-то, может быть, кто уже знает, просто просветить, как же все-таки сделать суперэволюцию. Что это такое и как оно выглядит. То есть непосредственно суперэволюция является последней стадией становления и прокачки определенных монов. На данный момент их является определенное количество, но их не очень много. Там с каждым обновлением понемногу добавляют по одному мону где-то примерно раз в полгода или чуть менее. Что такое суперэволюция? Вот примерно так выглядит. Я возьму за пример своего любимого астромона, это Анубис. То есть, как бы, последняя его форма выглядит таким образом. Очевидно, что третья выглядит таким образом, вторая таким образом, и первая, естественно, самый маленький такой, но все же очень сильный мон. Что же мы получаем с помощью суперэволюции? Сравнивайте статы, какие вы видите при первой, второй и так далее эволюциях. То есть мы увеличиваем все показатели, которые есть у мона. Как же все-таки сделать эту прекрасную суперэволюцию? Для этого нам, во-первых, понадобится поймать самого астромона. Я буду рассматривать именно Анубиса. Хочу всем его посоветовать. Как бы мона можно использовать абсолютно, в принципе, во всех подземельях, во всех PvP и прочее. Итак, если вы хотите Анубиса, вы заходите на локацию и смотрите непосредственно, где его можно поймать. Он является легендарным астромоном, то есть вот, допустим, на Magmi Cards он, допустим, здесь вот такой вот. Если вы выбираете сложность менее, то, естественно, вы видите, что стихии меняются. То есть, если вы хотите огненного, водного или же зеленого. Это уже по вашему выбору. Ну, я рекомендовал бы начинать делать суперэволюции, в принципе, с Анубиса. То есть, если, конечно, у вас проблемы с поимкой его на локациях, то я могу порекомендовать вам сделать зеленую Миха. Тоже очень хороший мон и в атаке, и в защите. И, в принципе, как у меня у самого была она первая суперэволюция. В принципе, всем зайдет, я думаю. Просто многие делают огненную Миху первой эволюции, но это немного неправильно, потому что она как бы, ну, не особо такой классный мон, поэтому я ее не советую первым делать. То есть я рекомендую делать либо траву Миха, либо же Анубиса любого, в принципе. Насчет огня, конечно, я бы поспорил, но если уж выпал и вам и у вас есть шанс либо Миха сделать, либо Анубиса, лучше делать Анубиса. Итак, как же нам все-таки это делать? Во-первых, допустим, вы зашли на локацию, увидели Анубиса, поймали его, там с трудом, не с трудом, то есть, но поймали. Он у вас есть. Хорошо, всем Анубисам рекомендую, что когда вы его ловите, сразу проверяйте слоты на гемах. То есть, если там есть квадрат, то вы можете оставлять, в принципе, смело Анубиса, потому что я считаю, допустим, что всем им нужен квадрат для критического удара. То есть, как бы, что огненному, что водному, что травяному. Насчет света и тьмы я вам не буду сегодня просвещать, потому что это уже отдельная тема. Они фьюзятся в отдельной вкладке с помощью там соединения других монов. Это очень геморройно, для новичков это будет вообще отрыв башки просто. Итак, что же нам все-таки понадобится, чтобы сделать суперэволюцию? То есть, смотрите, вы, допустим, одного поймали, и что же вы думаете дальше делать? То есть, у нас есть такие прекрасные инструменты для прокачивания монов. Это называется глимы. Каким образом они вообще выглядят, я сейчас покажу. Просто есть такие ошибки, когда вы ловите, допустим, Анубиса, потом еще одного Анубиса поймали, и начинаете их в друг друга запихивать. То есть так делать не надо, потому что они очень редкие, и в принципе, как бы вам будет это все в минус играть. То есть как у нас, в принципе, выглядят глимы. Вот такие вот
звездочки, которые сейчас у меня, пожалуй, нет. Вот такие вот звездочки. То есть вода, огонь и земля. То есть получать их, в принципе, несложно. Их как бы очень много ивентов проходит, то есть в самой лиге, допустим, там на своих уровнях вы можете спокойно набить, я думаю, 150 и спокойно раз в неделю, то есть брать. То есть когда у меня был, допустим, 30 левел, я брал и каждую неделю пытался арену играть, чтобы у меня было 150. То есть 150 сделал, я закончил свои бои на арене и брал, какой мне нужен был. Есть также за кристаллы. Вы призываете, по сути, ничего не делая. И также можете взять 3 различных глима в месяц. Есть еще много инструментов, о них я сегодня не буду сильно рассказывать. Это, я думаю, вообще отдельное видео про глимов сделать. Так, получается, этими гримами как раз вы их получаете и вставляете их в своего пойманного с квадратом Анубиса, допустим. И таким образом вы экономите монов, сделав вторую эволюцию. У вас остается, допустим, вы второго поймали. Вы также берете и ищете, собираете эти звездочки и вставляете их непосредственно во второго, которого вы поймали Анубиса. И так еще 2 раза. То есть вам по итогу всего нужно поймать 4 Анубиса. Смотрите, получаете одного, того именно, которого вы хотите делать. Вы ему, получается, вставляете 3 глима в него, и он у вас становится второй эволюцией. После этого вы берете еще, ловите 3, и потом в каждого вы еще тоже по 3 звезды вставляете. Да, там, если, допустим, у вас остается там, вы не можете, вам хочется побыстрее, вы выбили случайно еще одного лишнего, то есть 5-го, допустим, можете его смело, в принципе, вставить или оставить на следующий раз. Вы, допустим, сделали, у вас получается как 4 Анубиса второй эволюции, и вы засовываете эти 3 ненужных вам Анубиса в того, которого вы собираетесь сделать, и у вас получается, о-ля-ля, 3-я эволюция. Бинго! После этого у вас получается 3-я, вы его оттачиваете, там гемы ставите, все остальное пробуете, там вам нравится, не нравится, и параллельно с этим фармите Локи. Для того, чтобы сделать его супер эволюцией, вам нужно накопить будет 30 камней. Камни супер эволюции. Давайте посмотрим, какие они у нас вообще существуют. То есть они вот такие вот все красивенькие, светящиеся, и на каждый камень у нас стоит по 6 материалов, чтобы сделать один камень. А откуда эти материалы берутся? То есть вы нажимаете на материал, и вам пишут, что на вот таких вот локациях, на таких-то сложностях вы можете добывать с каким-то определенным шансом данный материал. Вы получаете этот материал, проходя, естественно, и завершая, естественно, тоже бой на неважно каком уровне, просто говорится о локации, то есть Magma Cards, любой уровень на Magma Cards, вам есть там шанс получить такой итем. И вам по итогу нужно 5. Вы собираете каждого на какой-то локации, и потом у вас подсвечивается вот эта синяя кнопка, то, что вы можете создать камень. Вы его создаете, у вас спрашивают, точно ли вы хотите его создать, вы нажимаете «да», и в течение 24 часов он у вас будет делаться. Есть шанс ускорить его, то есть выделится справа вроде метка реклам, посмотреть рекламу. То есть вы будете сокращать его создание ровно в половину. То есть первый раз посмотрели, у вас 12 часов осталось. Прошло вроде полчаса, то есть откат рекламы полчаса. Вы его еще раз нажимаете, и тогда таким образом у вас становится уже, получается, меньше в 2 раза. И таким образом еще меньше в 2 раза. И таким образом совокупным вы можете сделать, в принципе, 2 камня в день. И считайте, то есть 2 камня в день и умножаете как бы на каждый день. То есть если вы будете фармить, если вы будете каждый день определенное количество набивать, это вполне реально, я так и делал. Но для этого нужно, конечно, усидчивость. То есть если вы как бы хотите и прям нацелены на то, чтобы это сделать, вы берете и фармите. Также есть небольшой у нас хороший момент, то, что когда проходит клан-фестиваль, вы также можете с подарков получать стоуны различные, абсолютно рандомным образом. Повезет, если там выпадет тот, который вы собираете, то есть еще примерно там выпадет вам камней 5, там, если у вас хороший клан, там может быть 10, это прям если очень хороший. Но мне максимум выпадало вроде около 6 камней за клан-фестиваль.
в моем клане. Следующим образом у нас происходит следующая вещь. У нас появилась еще недавно такая вещь, как Apex Battle. Вот. Здесь есть вкладочка, вот такой вот подарочек. В нем лежит абсолютно любые материалы, то есть, которые вам понадобятся для супер эволюции, там, для прокачки, фрукты, там, все что угодно, может быть, камни для красных звезд и все остальное. То есть, в конце недели, когда заканчивается Apex Battle, вам дают, то есть, как вы сыграли, вам дают определенное количество подарков. И с этих подарков вы можете получать как раз таки тоже эти стоуны, абсолютно рандомным образом. И такие в совокупности, в принципе, можно за месяц, абсолютно не напрягаясь, почти что не напрягаясь, можно получить все 30 камней. Что касается голды, в принципе, голда это не такая как бы страшная вещь. Единственное, что если вы захотите свет или тьму, то тогда, конечно, да. То есть, если вот, допустим, мы хотим сделать Миху тьмы, допустим. Сейчас, секундочку. Миха выбираем, темно. То вы уже здесь будете платить, жалко не видно, конечно, но вы будете платить уже 3 миллиона. То же самое со святостью, вот здесь видно. То есть за свет и тьму вы платите 3 миллиона, за любой элемент вы платите уже непосредственно 1 миллион. Ну, это по сути не так много, как бы, что на старте, что для мейнов, которые давно играют. То есть это, в принципе, не такой большой, как бы, особенно для того, чтобы сделать супер эволюцию. Так, что же нам понадобится для того, чтобы вообще прокачать, как бы, самого Моно? То есть они у нас, как бы, вы сделали третью эволюцию Моно, допустим, и он у вас останется 4-звездочным. То есть, когда вы его ловите, он у вас будет 4-звездочным. Что же вам делать? Получается, где мои 4-звездочные моны? Это у меня 5-звездочный, извиняюсь. Вот, 4-звездочный мон. Чтобы сделать ему 5-ю звезду, вам показывается, нужен Mid Starstone. Что это такое? Где его взять? Вы нажимаете, и вас автоматически перекидывает туда, где эти стоуны можно получать. Подземелье абсолютно несложное, про него я думал не снять видео тоже, но пока не решился. То есть вы берете, заходите, проходите его, и вам даются с определенным шансом, там вот даже показано, какие стоуны. То есть вы набираете определенное количество, которое там показано. Для 4-звездочных это 50 камушков, или там даже меньше было, это для 5-звездочного уже, чтобы перевестись. Вот получается. Да, здесь маленькие камни нужны, то есть средние. Вы собираете их 30 штук, потом собираете на элемент, который вы хотите сделать. Это также самое нажимаете, но здесь есть проблемка. То есть, как бы, у нас не каждый день проходит именно здесь написаны дни, когда вы можете зайти в подземелье. Ну, это, я думаю, для вас не таким будет страшным делом, потому что у нас сделали отличную вещь. То есть суббота-воскресенье у нас все абсолютно элементы, любой абсолютно будет открыт. И вы сможете в этот день спокойно зайти и накопить определенное количество камней, которое вам нужно. Накапливайте, то есть средние и маленькие. И нажимаете. Все, вы сделали 5 звезд, также прокачали его до 50 уровня и переходим непосредственно к 50. Здесь уже большие камни, опять же большие камни и средние камушки. Вы их точно так же накапливаете, делаете также уже за миллион, да, это будет тоже дорого. Здесь, конечно, нет подразделения на святость тьму, но все же 1 миллиончик придется потратить на 6-ю звезду. Делайте 6 звезд, и после этого, в принципе, вы уже можете делать супер эволюцию. Как бы. То есть вам нужно сделать моно 60 уровня, 6 звезд. На этом, в принципе, все. Как бы по требованиям. Я думаю, если у вас какие-то возникнут вопросы, как, ну, я думаю, что не возникнут. Тут, в принципе, ничего сложного. То есть сделали моно, нажали на вторую вкладку, нажали, перешли. Нажали, перешли. Оно вас автоматически перекидывает, вы набиваете, заходите, смотрите. Ага, хватило, все, делаем. Деньги накопили, сделали, все. За фруктики прокачали моно, то есть зашли, фруктики натыкали, прокачали моно, готово. Все, на следующую звезду перевели, 6 звезд. Переходите во вкладку, смотрите, у вас не хватает камней. Ага, каких камней не хватает? Таких, да. Перехожу сюда, захожу на любую локацию, на абсолютно любой уровень, нажимаю, автобаттл, все, погнали. Накопили, зашли, посмотрели, проверили. То есть там поставили на 50 раз. Оно у вас сыграло, закончилось, перешли сюда.
Зашли, посмотрели, ага, накопилось, все, давай следующий перешли, и, и так далее, и так далее, и тому подобное. Единственное здесь, скажу такой небольшой лайфхак, то что она пишет можно на любой, допустим, но хочу очевидную вещь сказать, то что на экстриме, естественно, будет падать больше по числу, по количеству материала. Это ни для кого, думаю, не секрет, но я так на всякий случай сказал, чтобы не осталось, в принципе, вопросов никаких больше. Дальше что? Накопили 30 камней, накопили 1 миллион. У вас, когда будет 6-звездочный мон, как у меня, в принципе, у вас откроется вот такая вкладочка. То есть у вас уже будет подсвечиваться то, что вы можете сделать, допустим, тому или иному мону уже можете сделать супер эволюцию. После того, как вы уже, в принципе, готовы и собрали все материалы, которые необходимы, то есть они у вас собрались, вы уже, все, я хочу супер эволюцию такую-то, такую-то, выбрали, перешли и начали, как говорится, уже делать ее непосредственно. Я хотел бы только показать просто, как она выглядит, именно сам процесс. Некоторые люди, как, допустим, я тоже, в некоторых случаях мы делаем, допустим, двух одинаковых астромонов. Вот, допустим, у меня есть Юки, она у меня большая эволюция, но в дальнейшем я хочу сделать, допустим, вот еще у меня одна Юки есть. Я ее в дальнейшем тоже планирую сделать супер эволюция, но я уже буду делать ее, чтобы в процессе там каких-то PvP или еще чем-то там, чтобы не нажимать, допустим, там, не смотреть, что за мон. То есть, допустим, вы когда заходите в какие-то батлы, допустим, вот драка с друзьями, вы можете зажать, то есть на астромоне, и у вас выйдет, допустим, какие на нем гемы стоят и все остальное прочее. Но если же вы не хотите затрачивать эту секунду, то в принципе можно сделать и таким образом, то есть чтобы вы просто видели, что одна маленькая, а вторая большая. Или может быть просто кому-то так больше понравится, то есть я хочу и маленькую, и большую, просто чтобы был хороший и разный визуал. Это уже как бы на ваш выбор. И я хотел бы показать для примера, просто у меня уже сделана она, но я просто вам включу и покажу, как сделана была супер эволюция, чтобы вы просто понимали, когда я сделал ее первый раз вообще, самая первая у меня была это супер эволюция зеленой Миха, как я уже сказал, где она? Вот она. Ее я сделал самой первой, и у меня на секундочку возник просто небольшой вопрос. Я когда нажал, и там произошел небольшой казус, то есть я просидел где-то 2 минуты, не понимая, что делать. Просто чтобы ни у кого не случилось инфаркта или чего-то подобного. Я просто хотел показать, что же делать дальше, если вы уже дойдете до момента, когда у вас будет 30 камней и 1 миллион денег. На этом, в принципе, как бы, я думаю, вопросов у вас остаться не должно. То есть вы берете, ловите, это я рассказал, почему именно в примере Анубиса, потому что некоторые люди, допустим, если посмотрят и скажут, ага, а я вот, допустим, призвал и так далее, так далее. То есть с призывными монами, в принципе, немного обстоит дело полегче, потому что вы, допустим, зашли здесь его призвали, или же, допустим, здесь его призвали. А он у вас, вы его получили, там еще получили, то есть если мон, в принципе, собирается легко, и это никакой не легендарный мон там с какой-то локации, то вы, в принципе, глимы можете не тратить. То есть в основном глимы тратят либо чтобы не ждать, либо для того, чтобы сделать 5-звездочных. То есть, потому что если вы тратите глимы на монов, которых вы хотите получить, то у вас будут примерно вот такие ситуации. То есть много разных 5-звездочных, которые у вас будут просто томиться без глимов и так далее. И вы их просто будете иметь как мертвый груз. Поэтому, если вы хотите быструю суперэволюцию, то делайте ее на глимах. А если же не хотите тратить зря звезды, то можете их откладывать, допустим, вот сюда, чтобы они у вас глаза не мозолили. Я, в принципе, раньше так делал, но все равно знал и помнил о них, и поэтому срывался постоянно и куда-то их запихивал для монов, которые мне, допустим, необходимы в данный момент. То есть, в принципе, выглядит
глим вот таким вот образом. Вот. То есть его можно, в принципе, вставить в любого. То есть если зелененький, то в зелененького. Ну, это очевидно. Есть, конечно, еще такие звезды, как мультизвезды. Я сейчас даже ее покажу. Куда-то я ее вставил здесь. Но уже точно я не могу вспомнить в кого. То есть чем больше монов, тем больше уже начинаешь теряться. Но я вставил в какого-то Гильгамеша, это я точно помню, но где он, я его сейчас навряд ли найду. Вот он, нашел. То есть я могу, вот она, эта звездочка, я могу, в принципе, себе позволить уже такие вещи делать, потому что, допустим, желаемые мною моно, которые я хочу сделать там третью эволюцию, этими звездами, к сожалению, не получается делать, потому что нет повторок. То есть вот таким вот образом это все будет выглядеть. То есть у вас есть 3 повторки. Вы выбираете, какой вам больше понадобится, и начинаете заряжать его глимами. То есть я сейчас сделаю вторую, потом еще 3 сделаю вторую, вставлю их и сделаю вот такого Гильгамеша. То есть как бы для Титана он мне будет очень-очень даже неплох. Так, вот таким вот образом, я думаю, просветил немного вас по супер эволюции. Если какие-то вопросы, в принципе, останутся, то я думаю, что можете писать мне либо в ВК, есть закрепленная группа у нас, либо же вы можете оставить комментарий, если что-то у вас просто какой-то один вопрос. И непосредственно я хочу вам показать, как же все-таки выглядит сама супер эволюция. Именно сам вот этот вот момент, когда вы уже все собрали, вы уже нажали на именно уже сделать ее за миллион, и что же произойдет дальше. Ну вот и непосредственно сам процесс, так сказать, создания супер эволюции. Так, обратите внимание, в принципе, на статы и на все материалы, которые уже, в принципе, я собрал и готов сделать уже мих воды для супер эволюции. То есть 30 камушков и 1 миллион голды. Все имеется уже. И мы нажимаем на заветную кнопочку. Нас спрашивают, вы уверены, что хотите сделать Хоран супер эволюции? Мы, естественно, проверяем, чтобы мы выбрали правильный, как говорится, внешний вид. Нажимаем «Да». Вот такой вот круг выскакивает. Вы его зажимаете, потому что в первый раз, когда я делал, я его просто клацал. И происходит вот такой вот великолепный взрыв. И мы получаем непосредственно нашу великолепную супер эволюцию, последний завершенный, так сказать, эволюционный скачок нашего моно. И, в принципе, красуется она неплохо выглядит. Ну и на этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!